Друзья, всем привет! С вами Алекс Моторный. Сегодня поговорим о ситуации и обстановке в Харькове. Расскажу о последних новостях, изменениях, поделюсь с вами разной, важной, интересной информацией. Город снова оказался под ударами. Использовались как ударные дроны, так и корректируемые авиабомбы. Снова пострадал рынок Барабашова. Жилые частные дома, а главное, снова пострадали люди. Расскажу об этом чуть позже. Сегодня, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, Харьков вместе со всей страной в 9 утра замер в минуту молчания. Остановились машины и люди. Прохожие и водители склонили головы в знак уважения и благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины. Харьков помнит своих героев. Смотри, падает. Давай, чтобы спрятать. Смотри, падает. Давай, не спрятать. Отойди, Мальдос. Вот еще один. Туда. Харьков, да и область вновь подверглись ударам Российской Федерации. 30 сентября российские ударные БПЛА, предварительно типа «Герань-2» и «Молния», атаковали город Харьков. Первый взрыв прогремел 30 сентября приблизительно в 15 часов 25 минут. БПЛА типа «Молния» ударил по Киевскому району города. К счастью, прилет был в дорогу, а информации о пострадавших не поступало. Затем в этот же день Харьков снова атаковали ударные БПЛА. В этот раз типа «Герань-2», или, как в Харькове по привычке их называют, «Шахеды». В 16:30 нанесен удар БПЛА в Киевском районе. Затем еще через несколько минут снова фиксировались прилеты БПЛА по Киевскому и Шевченковскому районам города Харькова. Также прилет БПЛА был зафиксирован в Малоданиловской громаде, возле одного из населенных пунктов громады, в районе неработающего предприятия. А после 18 часов пошла еще одна волна атаки на город. В этот раз 6 ударных БПЛА прилетели по Холодногорскому району. В городе возник мощный пожар. Пострадавших от всех этих ударов не сообщали. Правда, было повреждено при этом здание образовательного учреждения, выбито остекление в многоквартирных и частных домах. Ночью 1 октября город снова атаковали. На этот раз использовались КАБы, корректируемые авиабомбы. Их применяют с большой дальности, что делает борьбу с ними особенно сложной. В 2 часа ночи 1 октября российская армия ударила КАБами по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. В результате попаданий зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары. В результате попадания по рынку Барабашова горели торговые павильоны на площади 2800 квадратных метров, вследствие чего сгорели около 100 торговых точек, еще 100 разрушено. При обстреле КАБами пострадали 8 человек.
Обстановка в Харькове продолжает оставаться напряженной. Коммунальные и экстренные службы города работают 24/7. Несмотря на удары и разрушения, город держится и продолжает жить. С сегодняшнего дня трамвай номер 23 возобновил маршрут в сторону ХТЗ. Теперь трамвай номер 23 будет курсировать от разворотного круга Салтовский до улицы Свистуна со средним интервалом движения по маршруту в 14 минут. На маршруте будут использоваться двусторонние трамваи системы из 2 вагонов, которые могут двигаться в обоих направлениях. Посадка пассажиров будет осуществляться исключительно в первый вагон по направлению движения трамвайного поезда. И Харьков купил 85 поддержанных европейских автобусов. Соответствующий тендер опубликован на сайте Прозоро. По условиям договора в 2025-2026 годах в Харьков прибудут 85 автобусов VDL 2012 года выпуска из Нидерландов. Харьков заплатит за автобусы на дизеле 229 миллионов 980 тысяч 675 гривен, то есть по 2 миллиона 700 тысяч гривен за единицу. Автобусы имеют по 2 пассажирские двери, 40 посадочных мест, предусмотрена система кондиционирования салона и дизельный двигатель. Автобусы будут поставляться отдельными партиями, каждая не менее 15 единиц. Ранее их эксплуатировала компания Arriva. И вот такая еще приятная новость. Харьковчане смогут пользоваться Starlink через телефоны. На старте пока что только Android, который будет предоставлять оператор мобильной связи Kyivstar. Правда, пока только позволит отправлять SMS через Starlink. Тестирование на открытой местности продлится в октябре-ноябре 2025 года. Услуга будет бесплатная, а расходы по тарифу останутся неизмененными.